Какое одно из самых известных средств для борьбы с бессонницей? Правильно, считать овец. Но шип-каунтинг, метод, который имеет научное название, в современной научной литературе уже не считается эффективным. Я в этом ролике дам одну из методик, которая поможет вам заснуть, но начнем мы все-таки с таблеток. Бессонница очень серьезная проблема. Около 40% россиян, по нашим исследованиям, которые мы проводили на территории Республики Татарстан, страдает от бессонницы. Но мы сейчас будем обсуждать, почему люди начинают глотать таблетки от бессонницы и почему это неправильно. Вы не спите одну, вторую, третью ночь, не спите неделю, уже месяц плохо спите. Что вы делаете? Вы идете в аптеку и говорите: дайте мне что-нибудь для хорошего сна. И провизор начинает вам рекомендовать от препаратов, содержащих мелатонин, до каких-то препаратов, которые называются гипнотики или БАДы, все что угодно. Все что угодно, но порой совсем не нужны в вашем случае. Во всех рекомендациях по лечению бессонницы первая линия – это когнитивно-поведенческая терапия. Но не все готовы пойти на эту долгую программу и, надо сказать, не самую дешевую. Я же остановлюсь на препаратах, так скажем, медикаментозной коррекции бессонницы. Первая линия – это растительные средства. На основе боярышника, на основе мяты перечной, пустырника, валерианы. Не помогает. Кто-то берет в руки препараты, содержащие мелатонин. Мелатонин плохо вырабатывается у лиц зрелого возраста. В юные годы, в 20-30 лет, в вашем организме достаточно своего собственного мелатонина, и значит, ваша бессонница не связана с его дефицитом. Некоторые мои пациенты, кого довела до ручки или до рюмочки ситуация с бессонницей, говорят: сделайте что-нибудь, я так не могу, это не наш путь, я понимаю, к чему он ведет. Действительно, если вы регулярно прикладываетесь к рюмочке вечером, это неправильно. Алкоголь, с одной стороны, даруя вам сон, успокаивая вас, действительно, это очень неплохой дистрессор, расслабляя вас, на самом деле разрушает структуру сна. И использовать этот метод ни в коем случае нельзя. Те, кто не любит алкоголь, используют бензодиазепины. Когда-то они были очень доступны и в нашей стране, и, кстати, это проблема не только для Российской Федерации. Бензодиазепиновая зависимость у людей плохо спящих. Глотнул таблеточку на ночь и вроде бы заснул. Так вот, что алкоголь, что бензодиазепины создают очень нехорошую ситуацию в вашем организме. Ваш мозг начинает привыкать. Выпил 150 мл алкоголя, сонную так называемую дозу, мозг расслабился. Одна ночь, вторая, третья, неделя, месяц, два, и вы уже не можете обойтись без этой заветной рюмочки. То же самое, кстати, с заветной таблеткой бензодиазепинов. Они вызывают очень быстро зависимость. Это средство короткодействующее, который помогает нам войти в сон, и использовать их надо не более месяца. Кстати, есть такая методика: вы кладете таблеточку на прикроватную тумбочку, не пьете ее, но лекарство рядом с вами, и по данным исследований показано, что это помогает человеку быстрее заснуть. Вроде бы у него рядом таблетка, которую в случае чего он может выпить, и она поможет ему заснуть. Ну а теперь о методе или о методиках, которые можно использовать. Вообще на нашем онлайн-курсе по медитации мы учим наших курсантов, учеников, слушателей, как расслабляться, как правильно дышать, как концентрировать свое внимание, как переводить это внимание и так далее. И надо сказать, что медитативные техники сейчас очень хорошо исследуются и обсуждаются очень живо в научном сообществе как средство для улучшения нашего настроения, эмоций и улучшения качества сна. А методика, о которой я хотел сказать, отличается от счета овец следующим, очень важным принципом. Вы не считаете так: 1, 2, 3, 1, 2, 3 овца, или, например, 1, 2, 3 слоник, вы начинаете считать в обратном порядке. От 100 – это своего рода самогипноз. Мозг переключается совершенно в другой режим работы. Кому-то покажется, что это малозначащая деталь, но на самом деле это очень важно. Вы идете, что называется, от противного. От большой цифры все более к малой. И это включает механизмы, образно говоря, того самого самогипноза, который позволит вам
заснуть. Если вы попробуете обратный счет, вы почувствуете, что вы через какое-то время начинаете сбиваться со счета. Так вот, вернитесь к той цифре, на которой вы начали сбиваться, и снова продолжите отсчет. А вернемся к человеку, который не спит, к вам. Вот вы попробовали настойки, растительные препараты, препараты, содержащие мелатонин, Z-гипнотики, даже кто-то из вас антидепрессанты попробовал, но не помогает. Что делает наш пациент? Правильно, он должен подойти к врачу, но зачастую врач разводит руками и начинает советовать уже что-то из ряда нейролептиков. Да, этот класс препаратов действительно используется для лечения тяжелых форм бессонницы, но на этом этапе мы без помощи врача не должны обходиться. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и доставать препараты, что называется, из-под полы. Резюмируя наш разговор, я все-таки хотел бы вас сориентировать на то, что в первую очередь вы должны использовать немедикаментозные средства для купирования, для лечения вашей бессонницы. Посоветуйтесь с опытным неврологом, психотерапевтом или психологом. Он вам может предложить программу когнитивно-поведенческой терапии. В нашей клинике мы проводим такие сеансы. И, кстати, для этого не нужен визит к врачу. Многие специалисты, не только у нас, проводят такие сеансы когнитивно-поведенческой терапии в онлайн-режиме.